тех пор, как ОСУ стала популярной и соревновательной игрой, битва за высшие позиции в ранкинге стала настоящим полем боя. Большинство состоявшихся топов в ОСУ из стран первого мира. Именно так многие объясняют бесспорное лидерство США в ОСУ по количеству топ-игроков. Также в топ-100 вы можете увидеть Канаду, Западную Европу, Корею и Японию и ближайшие азиатские страны. За счет большого размера и популяции к сильнейшим странам в ОСУ присоединяется и Россия, в которой лучший игрок живет в столице Великой и Необъятной, в одном из самых больших городов мира. После стран первого мира в ОСУ можно отметить силу Латинской Америки. Думаю, все знают Маусизи из Бразилии и Мафии из Чили, который достиг признания в ОСУ, играя на табурете. Даже Австралия не осталась в стороне, дойдя до ОВЦ 2019 года, до полуфинала. Именно они отправили в нижнюю сетку Южную Корею, которая закончила турнир на втором месте. Тема таланта в ОСУ вообще достаточно интересная тема. Известный мем Speed is Genetics уже который год ставит в ступор многих диванных аналитиков Твиттера. Для создания благоприятного окружения и реализации своего игрового таланта в ход идут всевозможные материальные блага. В такой ожесточенной борьбе даже периферия играет значение. Многие видео на ютубе расскажут вам о том, как выбрать планшет для ОСУ, какая клавиатура лучше всего подходит для стримов, как хороший монитор помогает в ОСУ. Об удобном стуле и столе вам тоже расскажут. У популярных игроков на Твиче Даки Шайны, Леопольду и 3 монитора. Чаще всего в историях импрува вы слышите: «Внезапно я начал лучше играть карты». Как говорил капитан русской команды ОВЦ Фалон. Я их играл на 100 комбы на Б и потом в один день проснулся и начал на ФК играть. На фоне этих и многих других игроков мы бы хотели выделить одного уникума, игрока, о котором вы все наверняка слышали, но ничего особо о нем не знали. Этот игрок начинал с самых низов, у него ничего не было, кроме старого ноутбука и ноунеймовской мыши. Не было реакции, как у 10-летнего Ваксея. Кто-то из вас скажет, что у него феноменальная память, но и тут не повезло. По его словам, ему трудно давалось запоминать даже школьные уроки. Сегодня мы отправимся в суровую, жаркую страну – Королевство Марокко. Только усердие и тысячи ретраев спасли отца африканской демократии. И сегодня мы расскажем вам об одном из самых недооцененных топ-игроков в ОСУ. FGSky зарегистрировался в ОСУ в 2012 году, тогда ему было 15 лет. Он живет в Касабланке. FGSky много играл в игры и искал игру для своего слабого ноутбука на постоянку, чтобы проводить в ней свое свободное время. И однажды он увидел ОСУ на ютубе. Это был ролик из ОСУ-мании. Тогда он зарегистрировался и начал играть в ОСУ-манию, потому что она выглядела клево. В 2013 году он все-таки перешел в ОСУ стандарт. В 2014 он начал играть серьезно, примерно с выходом первой ППВ-2. Тогда ему приглянулись карты Вал 0108, и он пытался все их паснуть. Стоит отметить, что в Марокко особо и нет национального ОСУ комьюнити.
Его родной язык это арабский, а второй официальный язык страны французский, поэтому FGSky общался с французами. Одним из его друзей тогда был Экора, популярный игрок того времени, известный своими внушительными easy fail ФК. В каком-то смысле он и популяризировал этот жанр. В 2014 году FGSky накопил вдохновение, чтобы задуматься об изучении флешлайта. Он начал учить простые карты и пытаться их фкшить. Первый результат появился уже в середине года. Он поставил топ-1 на короткой карте, используя комбинацию хиддена и флешлайта. Это еще был его топ-скор в 160 pp. 8к ранг с 2000 pp. Эх, были же времена. Вскоре он добавил к этому и Identity. Накопив опыта к 2015 году, FGSky начинает идти по стопам своего кумира Экора, играя сложные карты с флешлайтом и повторяя его скоры. Например, в январе 2015 года Экора выкладывает трай с изи флешлайтом на New Onicia. FGSky же повторяет этот плей на New Onicia, а также вновь оформляет топ-скор. На этот раз не на 30-секундной карте, а сам Star Platinum с изи фейлом на 276 pp. Несмотря на то, что сам по себе Easy это нетривиальный мод, он сильно помогает играть флешлайт, увеличивая круги и позволяя чуть лучше ориентироваться в карте благодаря сниженному approach rate. Повторение Easy fail скоров без Easy очень непростая задача. В свободное от флешлайта время FGSky фармил даблтайм и ноумод, как нормальный человек. FGSky держал топ-2 в своей стране практически сразу после начала серьезной игры. Но на первом месте был Айсера, которого он обогнал лишь в конце 2016 года. В 2016 году миру показали себя Рафис и Ваксей, плеями в 3 мода. Тогда FGSky также вдохновлялся и пробовал эту комбинацию модов. Пойдя дальше, он даже по приколу добавлял флешлайт. Так он впервые начал пробовать себя в золотой комбинации из 4 модов, которая впоследствии и станет его сигнатурой. Здесь история об FGSky встает на паузу. В 2017 году мир ничего не знал об FGSky. Единственное упоминание на Reddit было чоуком Хайтая в 4 мода, FC которого могло бы стать новым ПП-рекордом ВОСу, а большинство его скоров были 300 ПП фармилками. Он не был признан из-за своих фейлплея, не попав в топ фейлплееров начала 2018 года. Скорее всего, вы знаете, что будет дальше. Поэтому давайте немного посмотрим, на чем же он учился играть в флешлайт и карты 6 звезд в 4 мода. Сегодня уже не часто увидишь мышкоплееров в топе. Их основное оружие обычно становится частью их осерской идентичности, и подбор моделей является ответственным делом. Даже большой игровой коврик оказывается важен. Многие все равно в итоге пересаживаются на планшет. В тексте Ангел Сима про свой путь к топу ОСУ он отдельное место уделил поиску удобной мыши. Для него она стала Sky Digital N-Mouse 4K. Также этой мышкой играл и Реликвия. FGSky до сих пор играет на какой-то ноунеймовской мыши. Он признается, что задумывается в какой-то момент о том, чтобы ее заменить, но тупо об этом забывает. Единственное ценное геймерское оборудование, о котором он переживал, был монитор, которому было уже около 10 лет. Трагическим событием для него стала поломка этого монитора. Те из вас, кто играет на 2 мониторах и RGB геймерских сетапах, удивятся, что чуть ли не большинство игроков ВОСу играет на ноутбуке из-за различных финансовых ситуаций. Естественно, мало кто из них поднимается на вершину. FGSky не пробовал механическую клавиатуру, планшет или 144 Гц монитор, да и это слишком для него дорого. Он за свою жизнь перепробовал много ноутбуков от родителей, а до 2016 года он играл в ВОСу с 60 FPS и 17 ms задержки. Где-то в 2017 году началась эра кучи коротких анимешных карт для ДТ фарма, такие как Хитори Гато, ну или карты от Сатаркси и Монстраты. FGSky продолжил их фармить в 4 мода, выбивая порой 600 pp. Примерно в это время была ранкнута Шиори, и попробовав ее, FGSky оценил ее фармибельность.
Филс Далама поставил на ней скор в 3 мода на 803 pp. Всего за пару попыток в конце 2017 года. Тогда же FG Sky сделал на ней один трай и решил, что смог бы очень много на ней зафармить с помощью 4 модов. Такой скор мог принести ему большую славу. После долгих траев он словил на карте Майнблок и сделал перерыв на 4 месяца. Часть гринда на этой карте он впервые стримил на своем твиче. Он хотел собрать пожертвования, чтобы улучшить свой сетап. Тогда ему сдонатили в сумме около $100. Остальное от своей цели он в итоге позже собрал сам. Он бы и сам хотел стримить побольше, и люди этого хотели, но ему не позволял слабый интернет с менее 1 мегабайтом в секунду, за который его родители платят $20 в месяц. В России, в крупном городе, за эти деньги можно получить и 1 гигабайт. Сообщество не могло позволить себе пропустить топ-скор ВОСу, поэтому были стримы-спектейты его игры, а крупный канал с реплеями Circle People записывал попытки в реальном времени, в ожидании кульминационного плея. После упорной недели и 5000 траев в феврале 2018 года он впервые ставит рекорд ПП в СТД на 850 ПП. FG Sky – простой и скромный парень из народа. Целью своего скора он поставил приобрести популярность в игре. Он ее и получил. Вскоре после скора он набирает 1000 подписчиков в Твиттере, где транслирует свои шутки и мнения по поводу событий в ВОСу комьюнити. В июне из-за хидden ребаланса топ-скором в ВОСу стал Freedom Dive с хидном и хардроком от Кукизи. Поэтому FG Sky пришлось улучшить свой скор на Шиоре, чтобы вернуть себе титул. Boom! Fuck you! Fuck you! Number 2! Кто-то может решить, что он просто кучу раз ретраил фармакарту, и что подобный скор даже фейл игроком его не делает. Следующая история докажет вам обратное. Как-то раз он готовился к турниру. В мапуле была Неонистия, та самая карта, которую он уже фкшнул с изи фейлом. И тогда он подумал, знакомая карта, может с флешлайтом погонять? Это была не случайная карта для флешлайта, ведь топ-1 на ней держал Руручи. В отличие от старых карт с небольшим спейсингом и линейными паттернами, сложность маппинга Неонисия от Skystara была другого порядка. Двойки, триплы, быстрые слайдеры, смена спейсинга. Скоро Руручи на этой карте до сих пор поражает, а поставлен он был на рубеже 2014 и 2015 годов. И FG Sky начал ее тренировать. С фейлом он ее фкшнул в начале 2018 года. Позже у него был чоук с хидном и фейлом. Но однако он это сделал. Это было однозначное плюс уважения. Но такие скоры не интересуют большинство в комьюнити. В начале 2019 года FG Sky заработал свой первый бейдж за тест-турнамент. Это турнир, который использует экспериментальный для ОСУ режим турнирного клиента, который позволяет устраивать турниры с командой из 8 человек. В гранд-финале команда Donkey Kong Crew обыграла команду Floating Conquest, в которой были уже известные там доминаторы турниров – Кукизи, Bubbleman, Апраксия и другие. FG Sky утверждает, что победа досталась его команде упорными тренировками. В начале 2019 года также произошел ребаланс флешлайта, который немного ударил по ПП FG Sky, потому что он бафал длинные карты с флешлайтом и нерфил короткие. FG Sky к этому патчу отнесся положительно. Долгое время он даже не выкладывал лайфплея, стесняясь своего сетапа. Лишь пара тролл-видео были на его канале. Первый лайфплей свет увидел в 2019 году. Можно подумать, что в FG Sky даже стола нет.
чтобы играть. Ведь на лайфплеях он сидит на диване и держит мышку на стопке постельного белья. На самом деле FGSky говорит, что на столе им было бы не так удобно играть. Мне лично почему-то все кажется, что хороший стол позволил бы ему найти оптимальный сетап. Именно из-за своего нетипичного сетапа FGSky и боялся выкладывать свой лайфплей в сеть. После топ-скора на Шиоре FGSky ушел с радара комьюнити на некоторое время. Он ждал очередную формильную карту для 4 модов. В ноябре Satarx ранкает короткий Квейва с формильной дифой от Fairy Rager. То, что надо! FGSky пробует ее в 2 мода, потом в 3, а потом и в 4. По классике. И чувствует, что это реалистичный скор. Однако в этот момент он вынужден взять перерыв в игре. К возвращению FGSky к игре, Fairy Rage успевает ранкнуть еще одну формилку. Это Just Add Ice. Попробовав ее, FGSky назвал ее более простой картой, которая дает больше pp. Он начал ее траить, но у него сломалась мышка. И продолжить он смог только спустя 2 месяца. Вскоре на ней он поставил 1000 pp скор, но к этому моменту уже появился White Cat. И титул топ pp скора он не собирался так просто отдавать. Он поставил 1100 pp скор на Magma. Тогда FGSky вернулся к карте и решил улучшить свой скор. Несколько раз он ставил новый pp рекорд. Но из-за того, что у старого скора было очков больше, результат не перезаписывался. В итоге он поставил 1160 pp скор, который его не устроил. И точку в этой битве он поставил невероятным скором в 1260 pp. Сейчас он опережает следующий по pp скор мира на 122 pp. Некоторые неопытные игроки обесценивают сложность скора на Just Add Ice. Якобы достаточно запомнить паттерны, а потом и АИМ особо уже не нужен. Но на самом деле запомнить можно только форму паттерна. Но никакие миллионы ретраев не позволят вам ФКшнуть 9 старт-джампов в высоком BPM на маленьких кружках. Если у вас нет хорошей моторики и идеально точного АИМа, который как раз и отвечает за сложность наведения курсора по паттернам из памяти. На данный момент в ОСУ нет ни одного игрока, который может сравниться с FGSky по уровню АИМа с фонарем. При том, что повторить его скоры даже без фонаря в мире могут лишь единицы. Из-за модов никто и не задумывается, что даже базовый АИМ у FGSky находится на довольно-таки высоком уровне в мире. После успеха на Just Add Ice, FGSky намерен занять прочное место в топе ОСУ. В списке его целей подтянуть свои слабые стороны и выйти на топ-3 мира, подтянуть турнирную игру, а особенно поработать над скоростью и выносливостью. Он также хочет попробовать перейти на планшет после достижения своих текущих целей. FGSky вообще отрицает вероятность таланта в ОСУ. Он утверждает, что в игре решает плеймор и хороший майндсет. Так он и описывал скилл Кукизи, ведь тот играл с самого начала. Он, однако, не может объяснить рекордную скорость имбрового Ваксея, поэтому признает, что игра в ОСУ должна быть его естественной способностью. Говоря о флешлайте, FGSky считает, что любой игрок с хорошей моторикой может стать успешным ФЛ игроком, набравшись опыта его игры. Процесс обучения у FGSky занял 3 года. Сегодня же, кроме убойных pp скоров в 4 мода, у FGSky есть несколько топ-1 на техникалах и на старых картах. Это как раз является следствием изучения различных аспектов игры. Также он сказал, что ему нравится соревноваться с олдовыми игроками. В конце 2019 года FGSky занял 12 место в топе, став топ-1 игроком на мышке, обогнав Fairy Rage. Для этого ему понадобилось 240 тысяч плейкаунта. Это больше, чем у Талалы, а многие его коллеги из топ-50 имеют меньше стака. Это показывает, что слава досталась FGSky ничем иным, как упорными ретраями. Кроме формилок, FGSky может похвастаться элитными скорами. Топ-1 и единственное в мире Hidden FC на R8 Dragon Force, а также топ-1 на олдовой карте, довольно-таки небезызвестной, на Crazy Motorcycle Chase. Месяц назад он порадовал ОСУ комьюнити пасом Big Black с флешлайтом на 1К комбы.
Также относительно недавно он зафармил еще несколько тысяч АПП скоров. Это Квейва на 1126 ПП, и Guess Who Is Back от Fairy Rage на 1101 ПП. Тем самым взял топ-9 мира, приближаясь к заветному топ-3. Также FG Sky попал в топ-20 лучших игроков за 2019 год, заняв там 12 место. Очень приятно видеть, что в этом видео показали действительно крутой скор. По-моему, очевидно, что самый невероятный фейл свершения с точки зрения не памяти марафонов, а аима и скорости еще будут нас ждать в будущем. И FG Sky также продолжит доказывать, что никакие RGB коврики не заменят настоящий дух игры. Уверен, вы когда-нибудь задумывались о том, что у вас нет таланта, и все вокруг играют лучше вас. Наверняка вы думали, что вас обделили талантом, а на вашем дешевом сетапе невозможно играть. Родились не в той стране, и в совокупности этих факторов вы теряете мотивацию к игре. Но сегодняшний герой показал, что несмотря на ваше материальное состояние и отсутствие явного таланта к игре и других факторов, можно найти свой путь и добиться больших высот, имея лишь цель и желание ее достичь.